Всем привет! Сегодня для вас я приготовила вот такую вот замечательную модель слитков. Вяжутся они совсем не сложно, выглядят очень красиво. Данные слитки я вязала из пряжи Alize Superlana Maxi. Метраж данной пряжи в 100 граммах 100 метров. Состав 75% акрила и 25% шерсти. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Слитки получаются очень красивые, комфортные и теплые. Данные слитки я вяжу на размер ножки 36. Но по данному видео вы сможете их связать на любой размер ноги, который вам необходимо. Изначально я начинаю вывязывать подошву. Потом поднимаю все петли по контуру нашей заготовочки и вот таким вот чудесным узором провязываю основную заготовку слитка. В самом конце остается только сделать один шов по верхней части слитка и все готово. Смотрите, подошва у нас цельно вязаная, сзади тоже никаких швов нет. И еще я предпочитаю сделать обвязку, чтобы край смотрелся ровно и аккуратно. Смотрите, какая чудесная обвязка у меня получилась. Обвязку я делаю с помощью крючка. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся вот с такой вот моделькой слитков, чтобы вы их смогли связать на любой размер ноги. Смотрите, размер вашей ножки регулирует длина вот этой вот подошвы. То есть, если вы свяжете вашу подошву длиннее, чем у меня, тогда у вас размер слитка получится больше. Соответственно, если короче, чем у меня, тогда, соответственно, размер слитка у вас получится меньше. Так как я свои слитки вяжу на размер ножки 36, я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует длина стопы в сантиметрах. И для 36 размера соответствует длина стопы 23,5 сантиметра. На растяжение, так как пряжа очень хорошо тянется, я отнимаю буквально 3,5 сантиметра. И получается от 23,5 сантиметров я отнимаю 3,5 сантиметра на растяжение. Итого моя подошва должна в длину получиться 20 сантиметров. Таким же образом вы рассчитаете для своего размера ножки, сколько в длину должна ваша подошва получиться. Изначально мы делаем прибавление петель, далее обычным ровным полотном провязываем длину нашей подошвы и оставляем примерно на убавке 1,5 сантиметра. То есть у меня получается прибавки, и основная длина подошвы должны будут получиться 18,5 сантиметров. И в самом конце 1,5 сантиметра это идет убавление петель. В самом начале я уже говорила, что я добавляю петли. Из 6 петель я должна получить 12 петель. Данные 12 петель у меня составляют 8 сантиметров. Если вам 12 петель недостаточно для того, чтобы получить 8 сантиметров, тогда можете добавлять до 14 петель. Главное, чтобы получить необходимое количество сантиметров. И далее, после того, как я подняла все петли по контуру нашей подошвы, я провязываю вот таким вот красивым узором дальнейшие наши слитки. Раппорт узора составляет 3 петли в ширину плюс 2 кромочные. Когда вы будете поднимать петли, здесь смотрите, чтобы раппорт узора хорошо у вас лег, ваше количество петель. В данной подошве у меня располагается 30 полоточных дорожек. Соответственно, с одной стороны я поднимала 30 петель и со второй стороны 30 петель. В самом начале вот здесь вот мне надо было поднять 6 петель. И вот в этой части также 6 петель. И у меня количество петель получалось 72 петли. Но мои 72 петли не ложатся в узор. Поэтому вот в этом месте я поднимала не 6 петель, а только 5. Плюс-минус 1 петля роли не сыграют, а 71 петля уже хорошо ложится в узор. Таким же образом вы будете перед тем, как поднять все петли по контуру вашей подошвы, смотрите, чтобы ваше количество петель хорошо легло в ваш узор. И далее вот этим узором я провязывала 5 раппортов.
Раппорт узора состоит из двух рядов, но меняла цвет рабочей нити. То есть один раппорт узора я провязала одним цветом, второй раппорт узора уже вторым цветом. Далее третий раппорт узора одним цветом, четвертый раппорт узора другим цветом. То есть мы повторяем наш узорчик, данные два ряда, только меняем цвет рабочей нити. И так я провязывала вот этот вот узорчик поворотными рядами до того, пока моя заготовочка в ширину не получилась 19 сантиметров. Данная величина идет величиной постоянной для любого размера взрослых слитков. Поэтому, чтобы получить нужный размер ноги, вам нужно связать нужную длину вот этой вот подошвы. А далее вяжем все одинаково. Шов очень аккуратный, совершенно незаметный. Вот таким вот образом все у нас смотрится. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я в самом начале набрала 6 петель. Первый ряд подошвы. И первый ряд у нас провязывается по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. И начиная со второго ряда мы будем прибавлять петли. Второй ряд у нас располагается на лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. После первой петли нам нужно добавить одну петлю. Обвиваю пальчик рабочую нитью и набрасываю вот эту петельку на правую спицу. Таким образом, в самом начале мы добавили первую петельку. Далее провязываю петли лицевыми, не довязывая последней кромочной петли. И перед кромочной последней петлей я добавляю вторую петлю. Также обвиваю пальчик рабочей нитью и набрасываю петельку на правую спицу. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Третий ряд с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее у меня идет добавленная петля. Я ее провязываю лицевой скрещенной за верхнюю короткую стеночку петли. Далее петли провязываю лицевыми до следующей добавленной петли. И добавленную петельку провязываю лицевой скрещенной. Последняя кромочная петля. Далее мы будем повторять второй и третий ряд до того, пока у меня на спице не получится 12 петель. Сейчас у меня 8 петель. Получается, четвертый ряд провязываем так же, как и второй. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязываю. Добавляю петлю. Далее петли провязываю лицевыми, не довязывая последнюю кромочную петлю. И перед последней кромочной петлей добавляю вторую петлю. Последняя петля провязывается изнаночной. Пятый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю лицевая скрещенная. Далее просто лицевые петли провязываю до следующей добавленной петли. И добавленную петельку провязываю лицевой скрещенной за короткую стеночку петли. Последняя кромочная. И нам с вами осталось добавить еще 2 петли. Получается шестой ряд с лицевой стороны. Первую кромочную петлю снимаю, не провязывая. Добавляю петельку на правую спицу. Далее петли провязываем лицевыми до последней кромочной петли. Перед последней кромочной петлей добавляю вторую петлю на правую спицу и провязываю изнаночной петлей последнюю петельку. Седьмой ряд с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее добавленная петля провязывается лицевой скрещенной. Далее петли провязываем лицевыми до следующей добавленной петли. Обратно в конце добавленная петля провязывается лицевой скрещенной и последняя кромочная.
Я сделала прибавки до того, пока у меня на спице не получилось 12 петель. Данные мои 12 петель в ширину получаются 8 сантиметров. Если вдруг у вас пряжа потоньше, либо спицы другие, смотрите, чтобы ширина вашей подошвы примерно была 7,5-8 сантиметров. Если вам данных 12 петель недостаточно, тогда можете еще пару петель таким же образом, как мы делали ранее, добавить. Я больше добавлять петли не буду. Далее я буду провязывать обычным ровным полотном длину нашей подошвы. Начиная с 8 ряда мы будем провязывать все петли как в лицевом, так и в изнаночном ряду лицевыми, за исключением кромочных. Давайте пару рядов мы с вами провяжем вместе, далее вашу подошву будете вязать самостоятельно. Получается 8 ряд с лицевой стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. 9 ряд с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми. Последняя петля также провязывается изнаночной, так как она у нас является кромочной. Таким образом, как мы с вами провязали два последних ряда, я буду провязывать основное полотно моей подошвы. Если посчитать по платочным дорожкам, на прибавки у меня ушло 1, 2, 3, 4 платочные дорожки. И одна платочная дорожка – это уже без прибавления петель. Далее я провяжу еще 23 платочные дорожки. Это 46 рядов. После того, когда я вывяжу основную длину моей подошвы, я вам скажу, сколько получилось это в сантиметрах. Встретимся, когда я вывяжу обычным ровным полотном длину нашей подошвы, и останется только убавить петли для пятки. Убавлять петли мы будем таким же образом, как прибавляли. Я провязала длину моей подошвы до убавления петель на пяточку. Если померить в сантиметрах, длина моей подошвы вместе с прибавками сейчас составляет 18,5 сантиметров. Вы провязываете на такое количество сантиметров, которые рассчитали для своего размера ноги в самом начале видео вместе со мной. И далее мне осталось убавить петли для пятки. Первый ряд убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязываю. Далее провязываю 2 петли вместе одной лицевой, убавляя таким образом петлю в самом начале. Далее все петли мы провязываем лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. В самом конце, когда у нас остается на левой спице 3 петли, провязываем первую и вторую петлю одной лицевой. Таким образом мы с вами убавили вторую петлю в этом ряду. И последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Второй ряд с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю все петли лицевыми. Убавлять петли мы будем только в лицевых рядах. Последняя кромочная. Третий ряд провязываем так же, как и первый. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее следующие 2 петли провязываю 2 вместе одной лицевой. Таким образом мы с вами убавили одну петлю. Все петли провязываем лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. И в самом конце первую и вторую петлю провязываю также лицевой. Убавила вторую петлю в данном ряду. И последняя кромочная. Четвертый ряд с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю все петли лицевыми. И последняя кромочная петля. Пятый ряд с лицевой стороны первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой. Далее вяжу петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. И в самом конце первую и вторую петлю также провязываю вместе одной лицевой. И последняя кромочная. Шестой ряд с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. Далее получается 4 петли провязываем лицевыми и последняя кромочная.
Мы с вами убавили петли для пяточки, и у меня сейчас на спице располагается 6 петель. Это то количество петель, которые мы набирали в самом начале. На этом подошва наша готова. Если померить в сантиметрах, длина моей подошвы примерно составляет 20 сантиметров. Далее мы будем поднимать петли по контуру нашей подошвы и провязывать заготовку слитка. Далее я буду провязывать вот такой вот спицей на леске. Но если у вас нет спицы на леске, можно воспользоваться обычными чулочными спицами, как вам удобно. Диаметр спицы 3,5 мм, так же как мы и вязали подошву. Получается, первая кромочная петля снимается не провязывая, и следующие 5 петель я провязываю лицевыми. Последнюю петлю мы также провязываем лицевой. Далее мне по данному краю нужно поднять петли. Получается, из каждой кромочной петли у нас будет подниматься петля на спицу. Либо сколько у вас в подошве платочных дорожек, столько по данному краю у вас поднимется петель. У меня в моем полотне располагается 30 платочных дорожек. Поэтому я сейчас по данному краю подниму 30 петель до вот этого вот наборного кончика от нити. Получается, рабочей своей спицы подхватываю одну дужку кромочной петли. Теперь подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на спицу. Таким образом мы с вами подняли уже первую петлю. Далее обратно. Следующую кромочную петлю подхватываю одну дужку петли. Далее подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу уже вторую петлю. И вот таким вот образом мы будем поднимать все наши петли. Поднимайте далее петли самостоятельно по данному краю. Петли по данному краю я подняла. Далее мы будем поднимать петли вот по наборному краю. Смотрите, нам еще нужно поднять то количество петель, чтобы хорошо уложилось в дальнейший узор. Раппорт моего узора составляет 3 петли в ширину плюс 2 кромочные петли. Если я сейчас подниму по одному краю 30 петель, по второму краю 30 петель, получается далее здесь 6 петель, и вот с этого края 6 петель. У меня это получается 72 петли. Но 72 петли не ложатся в мой узор. Поэтому я сейчас подниму на одну петлю меньше. 71 петля хорошо будет ложиться в данный узор. И сейчас по данному краю я подниму не 6 петель, как положено, а только 5. Получается 71 петля. Минус 2 кромочные петли получается 69, а как раз таки 69 делится на 3. Вы таким же образом, перед тем, как поднять все петли по контуру вашей заготовочки, посчитайте, какое количество петель у вас должно получиться и какое количество петель вам нужно, чтобы хорошо попасть в узор. Плюс-минус 1 петля роли не сыграет. Поэтому я с данного края поднимаю не 6 петель, а только 5. Также подхватываю дужку кромочной петли. Далее подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на спицу. Это мы, получается, первую петлю подняли по данному краю. Далее вторая петля, третья, четвертая и пятая. И осталось поднять по вот этой вот части подошвы 30 петель в моем случае. Столько же, сколько поднимали по первой части подошвы. Также буду поднимать, ввожу спицу за одну дужку кромочной петли, подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на спицу. Первая петля, далее вторая, третья и так далее. Я буду поднимать 30 петель. Вот я подняла все мои петли по контуру нашей подошвы. Но чтобы шовчик у нас располагался именно посерединке нашего полотна, сейчас я провяжу ровно половина петель. 3 петли. Провязываю первую лицевую петлю, вторую лицевую и третью изнаночную, так как она у нас будет являться кромочной.
И вот в этом месте посередине нашего полотна у нас будет располагаться шов. Далее мы наше полотно будем провязывать поворотными рядами. Поэтому сейчас я переворачиваю полотно на изнаночную сторону, и перед началом вывязывания узора мы сейчас с вами провяжем нулевой подготовительный ряд по изнаночной стороне. Если вы вяжете такими же спицами на леске, как и я, и в некоторых местах вам неудобно ими вязать, делайте из лески вот такую вот петельку в любом месте, где вам неудобно. И провязываем далее. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжем 1 лицевая петля, 1 изнаночная. Далее 2 лицевые петли. Данные 3 петли мы будем повторять до конца ряда, то есть 1 изнаночная и 2 лицевые. Повторяем. 1 изнаночная, 2 лицевые. 1 изнаночная, 2 лицевые. 1 изнаночная, 2 лицевые. 1 изнаночная, 2 лицевые. Таким образом мы будем провязывать далее наш полностью весь ряд, повторяя 1 изнаночную петлю и 2 лицевых. В самом конце, когда у нас остается на левой спице 3 петли, провязываем 1 изнаночная петля, 1 лицевая и последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Далее мы будем с вами приступать к вывязыванию раппорта узора. И начиная с первого раппорта узора мы будем присоединять нить второго цвета. Прикладываю нить второго цвета, первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее я провязываю 1 лицевая петля, но провязываем за заднюю стеночку петли, получается лицевая скрещенная. Петлю с левой спицы не сбрасываем. Далее я делаю накид. И следующие 2 петли я также провязываю за нижние задние стеночки петель, 2 вместе, 1 лицевой. Следующая 1 изнаночная. Данные петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. Лицевая скрещенная петля, за заднюю короткую стеночку петли провязываем. Далее накид, петлю с левой спицы не сбрасываем. Далее 2 петли вместе, 1 лицевой. После того, когда у нас образовалось на спице 3 петли, 2 петли с левой спицы сбрасываю. 1 изнаночная. Мы с вами провязали второй раппорт узора в ширину. Повторяем. Лицевая скрещенная петля, петлю не сбрасываем. Накид, 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная. Лицевая скрещенная петля, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная. И далее повторяете данный раппорт узора по всему ряду. Встретимся, когда вы провяжете этот раппорт узора до конца самостоятельно. Первый ряд я провязала до конца самостоятельно. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем ко второму ряду раппорта узора. Второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая петля, 1 изнаночная. Следующие 2 петли я провязываю вместе, 1 лицевой за задние и нижние стеночки петель. Данные 3 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. 1 лицевая петля, 1 изнаночная. Следующие 2 петли я провязываю вместе, 1 лицевой за нижние стеночки петель, получается с наклоном влево. Мы с вами провязали второй раппорт узора в ширину. Повторяем. 1 лицевая петля, 1 изнаночная. Следующие 2 петли вместе, 1 лицевой. Еще раз. 1 лицевая петля, 1 изнаночная. Следующие 2 петли вместе, 1 лицевой. И таким образом, повторяя данные 3 петли, вы будете провязывать полностью весь ряд. Мы с вами провязали 2 ряда. Один ряд с лицевой стороны, второй ряд с изнаночной стороны ниточкой серого цвета. Данные 2 ряда будут составлять раппорт нашего узора в высоту. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали
вот эту вот серую полосу. Далее будем провязывать второй раппорт узора. Именно эти два ряда только ниточкой первого нашего цвета. Третий раппорт узора из двух рядов ниточкой серого цвета. Четвертый раппорт узора ниточкой первого нашего цвета. И пятый раппорт узора ниточкой серого цвета. Всего у меня здесь провязано 1, 2, 3, 4, 5 раппортов данного узора. Поэтому далее я буду поднимать вот с этого края нить первого нашего цвета. Нити никакие не обрезаем. И далее я буду начинать вывязывать первый ряд второго раппорта в высоту. Получается, первую кромочную петлю, так как у меня меняется цвет рабочей нити, я провяжу лицевой. И далее я провязываю изначально лицевая скрещенная за заднюю стеночку петли. Петлю с левой спицы не сбрасываю. Далее накид. И далее 2 петли вместе одной лицевой. 1 изнаночная. Повторяю, лицевая скрещенная. Петлю не сбрасываем, накид, 2 петли вместе одной лицевой, далее 1 изнаночная. И вот таким вот образом вы продолжаете вязать ниточкой первого цвета второй раппорт узора в высоту. И следующие третий, четвертый и пятый раппорт узора вы также будете провязывать самостоятельно. Меняем цвет рабочей нити через каждые 2 ряда. Встретимся во втором ряду пятого раппорта, так как при провязывании второго ряда в пятом раппорте мы с вами будем сразу закрывать все петли. Я провязала полных 4 раппорта данным узором и пятый раппорт узора только 1 ряд. Сейчас во втором ряду пятого раппорта мы с вами закроем все петли. Вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше полотно. Если померить в сантиметрах, ширина моего полотна 19 сантиметров. Если у вас данное значение получилось меньше, тогда дополнительно провяжите 1 раппорт. Данные 19 сантиметров идет величина стандартная. Приступаем к вязанию второго ряда пятого раппорта узора. Первую петлю я снимаю не провязывая. Далее мы будем провязывать, как обычно, второй ряд раппорта узора. 1 лицевая петля. Теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы с вами закрыли первую петельку. Следующая петля изнаночная. Далее обратно первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Закрыли вторую петлю. Далее 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево за задние стеночки петель. Обратно первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Только закрывайте, чтобы ваш край был эластичен, не стягивал ваше полотно. Давайте еще с вами немножко провяжем. Получается 1 лицевая петля и сразу же закрываем петельку. Далее 1 изнаночная петля и сразу закрываем петлю. Далее 2 петли вместе одной лицевой. Закрываем петлю. Еще раз 1 лицевая петля. Закрываем петлю. 1 изнаночная. Закрываем петлю. 2 петли вместе одной лицевой. Также закрываем петлю. И таким вот образом вы будете при провязывании второго ряда пятого раппорта провязывать ряд и сразу же закрывать все петли. Встретимся, когда вы провяжете полностью весь данный ряд и закроете все петли. У вас должна остаться на спице вот такая вот одна открытая петелька. Я закрыла все петли вот таким вот образом. Это у меня все смотрится. Вот так вот с лицевой стороны. Далее петельку делаем побольше. Рабочую нить обрезаем, только обрезаем также больше ее, чтобы сшить этой нитью верхний наш шов. И продеваем в открытую петлю данную рабочую нить. Петлю затягиваем.
Вот такая вот заготовочка для слитка у нас с вами получилась. Осталось сшить один шов и обвязать крючком наш следок. Рабочую нить первого цвета также обрезаем, только чуть-чуть побольше. И сейчас в эту нить я вдела иголочку с широким ушком. Сейчас я вот эту вот рабочую нить протяну сквозь кромочные петли вот до этой вот кромочной петли. Это первый раппорт нашего узора. И далее мы вот этой вот нитью стянем между собой от этой петли до вот этой петли. Вот эти вот все петли. Продеваю сквозь кромочные петли вот таким вот образом. Полотно разровняем, чтобы ничего не стягивало наш следок. И далее сквозь все кромочные петли я протяну свою рабочую нить до вот этой вот петельки. Это первый ряд нашего раппорта узора, но уже со второй стороны. Вот таким вот образом. Теперь вводим иглу вот в эту кромочную петлю и стягиваем все наши петли. Получается, у меня стягиваются петли от первого раппорта ниточкой второго цвета с этой стороны до первого раппорта вот с этой стороны. Иголочку выводим на изнаночную сторону и с изнаночной стороны прошьем, чтобы у нас не получилось отверстие. Вот таким вот образом. Вот так вот выглядит это все с лицевой стороны. Далее кончик от вот этой нити закрепим по изнаночной стороне и обрежем. Далее в кончик от вот этой вот рабочей нити вдела я иголочку. И сейчас вот этой нитью будем сшивать оставшийся шов. Также сквозь кромочные петли я протяну мою иголочку вот к этой вот петельке. И с этой петли мы начнем сшивать. Получается, сквозь все кромочные петли продену иглу вот таким вот образом. Шовчик разровняем. И далее будем сшивать вот этот вот сначала шов. Получается, ввожу свою иголочку с изнанки на лицо, либо слева направо. Кромочную петлю, получается, горчичного цвета с одной стороны. Затем в кромочную петлю также горчичного цвета со второй стороны. В следующую кромочную петлю ввожу свою иголочку, получается, с изнанки на лицо с одной стороны и со второй стороны. Обратно с одной стороны, слева направо и со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. Мы сшили с вами вот этот вот шовчик. Сейчас я подтяну свою рабочую нить. И у меня вот таким вот образом подсобралось мое полотно. Только смотрите, чтобы оно у вас не получилось в гармошечку. Вот так вот. Все плотненько, аккуратненько и красиво. Далее мы будем сшивать верхний наш шовчик. Только смотрите, чтобы он у вас сшивался ровненько и равномерно. То есть вот эти вот дорожки совпадали друг с другом. Сшивать буду таким же образом. Ввожу свою иголочку с изнанки на лицо. С одной стороны задушку кромочной петли и со второй стороны с изнанки на лицо. Дужка кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. Смотрите, у нас вот идет кромочная петелька. Мы сшиваем только задушку кромочной петли, которая располагается ближе к лицевой стороне. Получается, с одной стороны ввожу иголочку с изнанки на лицо и со второй стороны с изнанки на лицо. С одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй. И таким образом мы будем сшивать полностью весь наш шов.
насколько надо сшивать вот этот вот шов. Если вы вяжете на свою ножку и есть возможность примерить, тогда примеряем на свою ножку и ориентируйтесь, как вам удобно. Сшивайте вот этот вот шов, чтобы вам слитки удобно сидели на ножке, не спадали и хорошо смотрелись. Если у вас нет возможности, чтобы примерить данную заготовочку на ногу, тогда примерно вот это вот отверстие, куда должна проходить ваша ножка, оно должно примерно составлять 11 сантиметров. Всю остальную часть мы сшиваем. Получается, вводим иголочку с изнанки на лицо за дужку кромочной петли с одной стороны и таким же образом со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. Встретимся, когда вы сошьете вот этот вот верхний шов. Шовчик я сшила вот таким вот образом, он у нас смотрится с лицевой стороны. Вот так вот его выглядит изнанка. Никаких выпуклостей по данному шву нет. Все смотрится ровно, красиво и аккуратно. Никакого дискомфорта этот шовчик вам не принесет. Далее мы рабочую свою нить выводим на изнаночную сторону, по изнанке закрепим и обрежем. Шовчик хорошо разравниваем, чтобы ничего не стягивало ваше полотно. И после того, когда мы с вами сшили полностью весь шов, вот таким вот образом ваш следочек будет выглядеть. Но я еще предпочитаю сделать обвязку. Смотрите, край получается ровненький, аккуратный. Намного красивее выглядит ваш следок. При этом, если он у вас немножко будет спадать с ноги, данной обвязкой можно эту проблему решить. Сделать обвязку немножко туже, чем обычно. Поэтому сейчас я беру крючок примерно 3,5 мм и нить я беру горчичного первого моего цвета. Вы смотрите, как вам больше нравится. Начинать обвязывать я буду вот с этого места. Получается, ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и вывожу на крючок первую петельку. Далее делаем воздушную петлю, подхватываем рабочую нить и вот таким вот образом мы провязали с вами первую воздушную петлю. Далее мы обвиваем вот таким вот образом наш крючок. Вводим следующую кромочную петлю, подхватываем рабочую нить, выводим на крючок вторую петельку. И сейчас данные 2 петли мы между собой соединяем. У нас получается столбик без накида. Обратно обвиваем вот таким вот образом нашу петлю на крючке. И обратно в следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и соединяю данные 2 петли на крючке. Обратно обвиваю крючок рабочей нитью. В следующую петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и данные 2 петли между собой соединяем. У нас получаются столбики без накида, только мы дополнительно обвиваем после каждого столбика рабочей нитью свой крючок. Обратно из следующей кромочной петли вывязываю 1 столбик без накида и рабочей нитью обвиваю. Из следующей кромочной петли провязываю столбик без накида, вывели петлю и 2 петли соединяем, обвиваем. И таким образом мы будем обвязывать полностью весь наш следок по кругу до вот этого места, где мы с вами начинали делать обвязку. Вот такая вот красивая обвязка у нас с вами получается. Мы обвязали полностью по кругу наш следок. В последнюю кромочную петлю по данному кругу ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, вынимаю петельку. Далее 2 петли мы соединяем. Получается столбик без накида. Обратно рабочей нитью обвиваю.
И теперь уже ввожу крючок в первую кромочную петлю обвязки. Вывожу петельку на крючок, и теперь вторая петля продевается через первую вот таким вот образом. Мы соединили нашу обвязку. Далее выводим немножко подлиннее петельку, обрезаем рабочую нить и продеваем рабочую нить в открытую петлю. Затягиваем. Далее с помощью крючка выводим на изнаночную сторону. Все кончики оставшиеся прячем по изнаночной стороне самостоятельно. И вот такой вот край у нас с вами получился. Очень красивая, плотненькая, оригинальная обвязка. И после того, когда мы с вами сшили полностью весь шов, обвязали крючком данный край, вот такие вот красивые следки у нас с вами получились. Подошва у нас получается абсолютно бесшовная. Они очень красивые, очень теплые и оригинальные. Если вам понравилась вот такая вот моделька следков, поддержите меня лайком. А мы с вами встретимся в новых видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.